Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, это канал о вязании. И сегодня я нашла в интернете вот такую интересную модель, связанную узором с косами. Давно я не предлагала вам ничего с такими косами, хотя эта тема моя любимая. Я очень люблю узоры с косами. Даже написала про эту книгу, сборник узоров с косами аранские. Библия аранских узоров, если кто еще не знаком с этой книгой. Она вышла в 2018 году. Я хотела заострить внимание, что я не случайно выбрала такой интересный джемпер. Во-первых, меня очень с недавних пор стало привлекать голубые тона, синий цвет. Мне нравится такой, знаете, спокойный, мирный джемпер. Выглядит довольно-таки приятно посмотреть. Здесь используются элементы центральной вот коса, видите, значит, на 16 петельках идет с шишечками она, видите, я увеличиваю. Вот здесь есть у нас еще к тому же узоры с ромбами, вот они, да. И здесь у нас используется такая змейка в аранском вязании, тоже с шишечками, но это девочки на любителя. Хотите, делайте шишечки, змейки, хотите, нет. Лично я сегодня буду с вами вязать образец, где шишечки у меня будут только в косе. А здесь я не стала вязать шишечки. Ну, хотя, по-моему, они не будут лишними. Я вот сейчас смотрю и думаю, в принципе, очень даже гармонично все это дело сочетается. Так, по поводу как вязать, да, ну, у нас, как всегда, традиционно идет резиночка, начинается, да, по низу нашего изделия, да, по рукавам и по горловине. Резиночка 2 на 2, как вы видите, да, я специально укрупняю вам изображение именно самого джемпера, да, потому что описания как такового нет, такого джемпера, все на иностранном языке, на каком я даже не определила, вот, и все, в общем-то, такая интерпретация идет, комбинируем на ходу, как говорится. Я сегодня подробнейшим образом вам расскажу про то, как вязать данный узор. Мы рассмотрим, из каких элементов он состоит, потому что здесь не все так просто, да. Но вот эти все технические моменты, связанные с попетельным описанием, то есть сколько где убавить, прибавить, да, здесь, девочки, вы уж самостоятельно. То есть я эту модель не рекомендую вязать для новичков. Пряжа здесь, опять-таки, смотрите, выбрана такая пушистая связана моделька, а я выбрала гладенькую пряжу. У меня получилась шерсть с бамбуком, и сейчас я вам подробно об этом расскажу. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком, и их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Вязание данного джемпера с косами я выбрала не пушистую пряжу, как там видно, связано, а гладкую, мягкую пряжу. Это шерсть, специально она, видите, Baby Wool, Alize фирма. И это у нас шерсть с бамбуком. Знаете, это волшебная пряжа, она просто меня не перестает удивлять. Она такая мягкая, что я просто очарована ей. Смотрите, какой у нее состав. Сейчас я показываю. 50 грамм, 175 метров у нас умещается. И по составу, смотрите, 40% у нас идет шерсть, 40% акрил, 20% бамбук. Вот так выглядит этикеточка.
Цвет, который я использовала, вот такой. И это турецкая пряжа. Высококачественная, очень хорошая пряжа. Мягкая, хорошая скрутки ниточка. Смотрите. Она слегка пушится, да, у нее есть некоторая пушистость присутствует. Мягкая очень пряжа, пушится. Видите, пушится немножко. Ну, шерсть все-таки. Вот. И я, в общем-то, не стала вязать из лохматой пряжи. Не стала я... Была у меня такая задумка взять пряжу с ангорой, там, да, или с махерчиком. Есть и цвет такой соответственный. Но почему-то я посчитала, что вот хочется какой-то нежности. Хочется вот какой-то такой приятно к телу джемпера. Вот я выбрала такую пряжу и вам решила ее порекомендовать для вязания. В этом образце у меня сразу связаны два элемента. То есть вот эта коса на 16 петельках идет, видите, да, с шишечками, вот с нашими, да, вот они, шишечки. Я их просто отутюжила не в ту сторону, да, они заваливаются. Так, и вот этот вот ромбик у нас идет с вами на 34 петлях умещается, да, и два раппорта в высоту здесь связаны. Вот, то есть здесь у нас с вами два элемента, которые мы будем с вами вязать. Спицы я взяла 3,5 спицы, и вполне для этой пряжи они подошли, вполне. Если хотите более такое рыхлое вязание, возьмите 4. Если хотите более плотное вязание, не знаю уж куда плотнее, возьмите тогда 3. Будет совсем прям плотно-плотно. Но, наверное, это не самый будет лучший вариант. В общем, вот такой у меня получился узор, девочки. Возможно, кому-то он покажется сложным. Начинающим я его не буду рекомендовать вязать. Все-таки здесь нужен опыт перекрещивания вот этих петель, да, вывязывания. В общем, в конце видео я подробнейшим образом рассказываю, как расположить нам эти узоры с вами. Их условно я делю на схеме на элемент 1 и элемент 2. И давайте более подробно об этом побеседуем. Так, ну и вот такая у нас схема была опубликована в этой статье в журнале на иностранном языке. Схема, но мы постараемся с вами здесь довольно-таки просто разобраться с условными обозначениями и так далее. Я буду попетельно вязать каждый ряд. Значит, раппорт узора наш, собственно, данный узор, начну с того, что, собственно, данный узор у нас с вами, это два узора, объединенные, скомбинированные определенным способом, определенным образом. Вот посмотрите внимательно на правую часть. Это коса. Коса с шишечками. Я ее вот так сейчас обвожу, да? Видите? С левой стороны тоже коса. Такая же коса. Так, и вот эта центральная часть на 34 петлях включает в себя, собственно говоря, узор ромб и включает в себя вот эту змейку. Она у нас идет в зеркальном отображении, видите? Справа и слева. Вот. Значит, то есть у нас с вами узор состоит из элемента 1 коса. Вот эта вот коса на 16 петлях она вяжется. Вот эти две изнаночные не считаются с правой стороны, так же как и с левой. Они не входят в раппорт узора. Так, далее. 34 петли – это элемент номер 2. Вот я его обвожу. Как я сказала, он включает в себя вот этот ромб по центру и вот такую змейку с двух сторон в зеркальном отображении. 34 петли он занимает. Вот. Теперь, что касается схемы номер 2. Эта схема используется для вязания рукава. Она абсолютно похожа на вот ту верхнюю, да. Единственное, здесь у нас идет коса вяжется, видите, только в одном направлении у нас перекрещивание идет. То есть коса здесь не такая, как
по спинке и переду будет на рукаве. Обратите на это внимание. Перекрещивание у нас будет все время только в одну сторону, видите? Так, мы будем вязать сегодня этот узор. Я его сейчас специально вам увеличиваю, укрупняю. Делайте, девочки, скрин, потому что многие пишут, не понимаем, как вязать, где нам взять схему. Я вам говорю, вы делаете снимок экрана. Нужно сделать снимок экрана. Вот. Эту схему я нигде не размещаю. Но если очень будете настаивать, могу разместить в своих одноклассниках. Потому что под видео разместить его невозможно, эту схему. Сами знаете, под видео фотографии не размещаются. Да? Есть, конечно, вкладка «Сообщество», там тоже можно размещать, но я почему-то никогда этого не делала. Мне кажется, что проще всего просто сфотографировать экран, да, и у вас вот, пожалуйста, схема. Так, есть у меня укрупненный вариант схемы. Сейчас я вам его тоже продемонстрирую. По которому я вязала. Вот, смотрите. Я его обрезала. Вот, смотрите. Здесь как раз у нас целый раппорт идет. Вот как раз тут очень все подробно видно. Смотрите, девочки. Вот с правой части это у нас наша коса. С левой части это наш элемент номер 2 на 34 петлях, который вяжется. Не пугайтесь. Здесь очень все легко разобраться. Я буду в конце видео подробно вам рассказывать, как мы комбинируем это 34 петли и эти 16 косы. У вас все прекрасно получится. Этот джемпер можно связать на любой размер. На любой, девочки, повторяю, на большой, на маленький. Здесь прям отличное расположение вот этих элементов. Можно комбинировать до бесконечности. Так. Расскажу подробно, сколько, как, нарисую даже вам схематично, в какой последовательности вы будете располагать узоры. Поэтому здесь все будет четко и понятно, доходчиво буду объяснять. Мы свяжем с вами образец, измерим плотность, потому что я буду порекомендовала вам определенную пряжу, да, и порекомендовала бы из нее вязать, конечно, джемпер. Но вы можете взять любую свою пряжу, связать также образец, измерить плотность и также все, повторяя за мной, кому вызывает затруднения, в принципе, все сможете аналогичным образом сделать. Да? Ну, в общем-то, само описание, если кому известно, интересно, посмотрите, вот так вот оно выглядело в журнале. Я увеличу, конечно, вам, посмотрите. Вот такое вот описание на такие вот размеры, как видите, их очень много, да, смотрите, сколько размеров. S, M, L, XL, да, 2XL, то есть здесь вот все размеры, габариты есть, да, есть выкройка. Вот такое описание, ничего не понятно, абсолютно, да. Единственное, что я здесь смогла добиться, посмотрев, плотность я где-то здесь видела, вот в самом начале. Смотрите, здесь у нас, значит, в 10 сантиметрах 22 получается петли и 30 рядов. Это вот из этой вот пряжи немного пушистой, да. Спицы здесь рекомендуют вязать, я тоже это увидела. Спицы 3,25, видите? 3,25. Я вязала из спиц 3,5. Вот. Но, может быть, это рекомендуют на резинку, а рекомендуют вязать четверочкой, не знаю. Не могу вам сказать. Ну, в общем-то, вот такая вот здесь плотность. У нас с вами плотность при вязании спицами 3,5 и моей тоненькой ниточкой получилось 2,4 петли на 1 сантиметр. Ну, то есть это 24 петли на 10 сантиметров, если кому затруднение вызывает. Вот такое вот описание, которое ничего мне не дало, кроме вот этих вот данных. Вот такая выкройка родная, которая приводится к этому описанию. Посмотрите, видите? Вот такая вот выкройка. Нет здесь ни глубины проймы вот этой вот, ничего нет, не указано. Поэтому здесь просто общее изображение
принципе, очертания дает нам, да. Сейчас я вам покажу, здесь вот боковой размер не виден. Видите, длина изделия 52, 54, 56, 58, то есть оно зависит от размера, да. Длина рукава также зависит от размера. Ну, а теперь конкретно по данной модели, смотрите, видите, то есть выкройка довольно простая, обычная, нет ничего сложного. Здесь мы вяжем пройму, то есть у нас вточные рукавчики, да, линию проймы мы вяжем очень тоже обычным способом. То есть я не рекомендую вязать этот джемпер новичкам, вот им еще по той причине, что описания подробного нет в данной модели. Это уже для женщин, имеющих хоть какой-то опыт вязания, во-первых, кос, а во-вторых, вот этих плечевых всяких изделий. Так, здесь у нас, конечно, я уже говорила про резинку, вот она обозначена внизу 2 на 2 по рукавам, и горловина обвязана тоже такой резинкой. И вам в облегчение я нашла выкройку. Посмотрите, она более подробная. Вот, видите, здесь вот хотя бы сколько делать линию проймы, да, глубина линии проймы, вот видите, здесь рекомендуют 3,5 сантиметра, если кто еще никогда не вязал. Приблизительно вот так выглядит у нас окат рукава, да. Вот, пожалуйста, тоже делайте, девочки, скрин данной модельки. Здесь тоже на 2 размера, на 3 даже, по-моему, размера. 3 я вижу. 1, 2, 3. То есть это на маленький, как обычно, идет на 44, потом побольше размер обычно они делают, там на 48, да, и это уже на размер 50, 52 обычно идет. 23, вот эта вот высота проймы обычно уже идет на 52 где-то размер. Просто знаю как бы из своего опыта, да. Так что вот вам готовая выкроечка. Тут, конечно, длина совсем другая, больше моделька. Видите, здесь не берите ее прям как руководство к действию, это просто образец, да. Здесь все надо разумно ставить свои размеры, конечно же. Вот эта штрих-пунктирная линия из другой модели никакого отношения к нашей модели она не имеет. Высота резиночки здесь тоже не 8 в нашем случае, а 4 я видела, там где-то написано было. То есть просто как образец вам показываю вот такая вот выкройка. Так, ну и, собственно говоря, больше описывать нечего. Теперь будем вязать узор. И будем определять плотности. Я буду рассказывать, как распределить узорчики, да, девочки. А вот эти нюансы, как я еще раз повторяю, как вырез проймы рукава, вырез горловины, по спинке, по переду, пожалуйста, технические моменты я не буду освещать здесь попетельно, ну, потому что описания на русском языке нет. К сожалению, этим языком я не владею. Вы видели, как все это выглядит? В общем-то, вот видите, вот с такими данными я работала, собственно говоря. Вот только узоры, схемы, и все не по-русски. Все не по-русски. Да и плотность у нас не совпала здесь с описанием. Вот так выглядит родная схема, если кому интересно, да. Условные обозначения здесь тоже я потом разобралась. Пустая клеточка, вот это лицевая петля, точечка в квадратике, это изнаночные петельки. Вот эти наклоны обозначают вправо, влево. Вот где у нас идет с вами вот наклон и такая точка черненькая, это значит, что у нас перекрещиваются 3 петли, да, 3 петли налево, причем 2 из них идут, значит, как лицевые, и вот эта вот одна, это изнаночная, она остается за работой, да. Здесь то же самое, вот перекрещивание 5 петель направо, здесь перекрещивание 5 петель налево, также у нас 3 петли лицевые. Перед работой, да, здесь 2 петли изнаночные за работой, а здесь наоборот идет перекрещивание налево, у нас получается 2 петли
3 петли у нас, значит, в направлении лево, это лицевые, и за работой остаются у нас 2 изнаночные, да, вот так перекрещиваем. Здесь перекрещивается уже 8 петель налево и 8 петель направо, и они все у нас идут лицевые. Здесь перекрещивается 6 петель, тоже все лицевые, перекрещиваются только направо. Только направо. Так, вот так вкратце я вам объяснила. А вот этот вот значок – это шишечка. И я хотела еще остановить вам внимание на том, что шишечки я вязала только в косе, в нашей на 16 петлях вот этой. А вот здесь я в змейке их не стала делать, но они присутствуют на узоре. Вот видите, вот они, 1, 2, 3, вот они идут. Посчитала, что слишком много будет, слишком аляписто, шишечка лишняя. Возможно, вам шишечки нравятся, и вы сделаете, как рекомендует, в принципе, автор, да? Так, ну, мои хорошие, давайте, слишком много я уже говорю, некоторым не нравятся слишком мои вот эти подробные такие изъяснения. Я хочу быть краткой, лаконичной, поэтому мы начинаем с вами вязать образец, и все внимание теперь будет уделено определению плотности и распределению правильному узоров. На разные размеры буду рассказывать. Расскажу вам честно на 3 размера сразу. Для вязания нам понадобится вот такая схема узора. Пусть она вас не пугает. Здесь так много всяких элементов, кажется, непонятных. На самом деле все здесь легко и, в принципе, просто разобраться. Вот смотрите. Вот такой, значит, вариант присутствует у нас в журнале, да, узора представления. На второй узор пока не обращаем внимания. Это вариант для рукава. Нас интересует в данный момент сейчас спинка и перед нашего джемпера, да. И вот смотрите. Значит, условно говоря, я разделила данный узор на 2 элемента. Выделила в данном узоре 2 элемента. Первый элемент – это наша коса. Видите, он одинаковый. Коса на 16 петлях. Вот 16 петель, она, значит, справа и слева, да. И вот этот элемент, в котором насчитывается 34 петли, он у нас номер 2 будет считаться. То есть коса – это номер 1 элемент. На 34 петлях элемент называется номер 2. Разворачиваем. У меня есть крупный вот этот укреплен, значит, я приблизила, значит, нашу схему. И вот смотрите, здесь я тоже это все написала. Элемент 1 наша коса и элемент 2 на 34 петлях. Вот он состоит, условно говоря, из змейки из 10 петель и ромба на 14 петлях по центру. И тут идет змейка в зеркальном отображении от ромба. Вот. То есть тут тоже есть своя, как говорится, фиксация узоров, да? То есть ромб и змейка. Змейка. Так. Мы будем с вами вязать образец, в который я включаю косу и второй элемент, соответственно, на 34 петлях. Вот этот элемент, да? Коса на 16 петлях, 34 петли у нас получается вот этот элемент номер 2. Итого у меня получилось 50 петель. 2 петли я сюда прибавила, это изнаночные. Ну что, потому что коса хорошо смотрится на изнаночной глади, да? Поэтому я прибавила здесь 2 изнаночные и 2 кромочные. Итого для образца нам понадобится набрать 54 петли. Мы будем вязать с вами эти 2 элемента целиком, чтобы вам было понятно. Теперь, девочки, еще такой, значит, акцент. Смотрите, здесь присутствуют шишечки. Вот они выделены вот такими вот серенькими.
значками. Я вяжу эти шишечки только в косе. Здесь автор модели рекомендует вязать шишечки и в нашем вот этом элементе 2. То есть вот 1, 2, 3 и 4. Я их не вяжу. Если это на любителя, по желанию. Если вы любите много шишечек, можете их сюда провязать, вставлять. Да? Я вам покажу, как вяжется эта шишечка вот в косе. И вы по аналогии здесь также свяжете. Это вот, в общем-то, на ваше усмотрение. Да? Потому что, во-первых, она вяжется почему-то у нас в четном ряду, в изнаночном, да, а здесь в лицевом. Мне, в общем, это как-то вот, я считаю, это будет излишне. Вы меня поймете. Смотрите, вот я уже один раппорт провязала высоту, да, и здесь видно. Вот этих шишечек достаточно в этой косе. Вот она идет у нас справа. А вот в нашем ромбике со змейкой, по-моему, это будет что-то лишнее. Но опять-таки все на любителя. Может быть, кто-то очень кайфует от этих шишечек, да? Так, и мы с вами, набрав 54 петли, начинаем первый ряд узора вязать. Я не пользуюсь дополнительными спицами. Если для вас это принципиально важно, вы можете обязательно взять эту спицу и перекрещивание в косе вы будете делать с помощью дополнительной спицы. Я же могу вам показать, как не пользоваться дополнительной спицей и легко перекрещивать любые петли. В этом узоре, конечно, будет много перекрещиваний, но пусть вас это не пугает. Раппорт узора всего 12 рядов, девочки, представляете? Всего 12 рядов, и потом он повторяется, да? То есть, ну, запомнить элементарно, запомнить легко, очень простой вот этот вот, все эти перекрещивания, прям таки по логике вещей они тут все видны в узоре, да, то есть даже можно потом в схему не смотреть и вязать. Ну, мы, конечно, будем руководствоваться сейчас на первых порах схемой, да. Первый ряд вяжем. Я буду подчеркивать, где у нас с вами элемент 1, элемент 2, да, чтобы это было понятно. Первые 2 изнаночные, я их прибавляла, это не входит в нашу косу и вообще в раппорт не входит. Так, начинается у нас с вами элемент 1, коса на 16 петлях. И мы вяжем с вами 16 лицевых. Провязали. Дальше у нас идут с вами 6 изнаночных. Провязали. Дальше у нас идут с вами перекрещивания 3 петель направо. 3 петель направо. Беру 3 петли, да? Первая петля у меня за работой, вторая, третья перед работой. Меняю их местами. Провязываю первые 2 лицевыми, третью изнаночной. Дальше вяжем с вами 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше у нас идет с вами перекрещивание 6 лицевых петель. 6 петель. Мы берем с вами, снимаем на правую спицу. Перекрещивание направо, поэтому первые 2 петли, первые 3 петли у нас с вами за работой остаются. Вот эти петли, следующие 3 перед работой. Видите, как у меня они сейчас располагаются? Я их на правую спицу аккуратно одеваю и переношу на левую спицу. Вяжу как 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Дальше опять идут 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. И перекрещивание у нас идет с вами 3 петель налево. Первые 2 у нас перед работой, 3 за работой, поменяли их местами, провязали как первую изнаночной, следующие 2 лицевыми. И дальше у нас идут с вами 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6 изнаночных, кромочная, провязываем изнаночной. Да? Так, вот мы провязали с вами первый ряд 2 элементов. Да, вот коса у нас была, потом элемент номер 2 шел. Дальше все изнаночные у нас ряды вяжутся, как смотрят петли. Третий ряд. Кромочная, 2 изнаночные, это были просто для косы. Так, и начинается наша коса. В 3-м ряду коса, просто 16 лицевых. Дальше начинается элемент 2. Вяжем 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше 3 петли перекрещиваем направо. Первая изнаночная у нас за работой, 2 лицевые перед работой. И вяжем их как 2 лицевые изнаночные. Дальше у нас идут с вами 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Дальше перекрещивания у нас идут на 5 петлях. Вот эти 2 изнаночные мы перекрещиваем с 3 лицевыми. Вот так. Да? И перекрещивание у нас идет направо. Поэтому мы первые 2 петли, эти изнаночные, у нас за работой оставляем. Эти 3 лицевые перед работой вяжем как 3 лицевые, 2 изнаночные. Следующее мы с вами также 5 лицевых перекрещиваем, только теперь получается налево. Поэтому первые 3 лицевые перед работой у нас с вами. Высвобождаем мы с вами 2 изнаночные за работой. Поменяли их местами. Провязали первые 2 изнаночные. 3 лицевые. Дальше у нас идут 4 изнаночные. И 3 петли перекрещиваем с вами налево. Первые 2 лицевые перед работой, изнаночные за работой. Провязали изнаночную, 2 лицевые. И дальше у нас идут с вами 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Второй элемент провязали, кромочные, изнаночные. Так, дальше у нас с вами идут изнаночные ряды, как смотрят петли. 5-й ряд. В 5-м ряду вяжем, эти не считаются изнаночные 2. Коса. В косе у нас перекрещивания сейчас будут налево, на 8 петельках. Это пусть вас не пугает. Смотрите, снимаем с вами 8 петель на правую спицу. 8 петель. Так, сняли. Что значит налево? Значит, первые 4 у нас перед работой. Видите? Высвобождаем аккуратно за работой 4 петли и возвращаем их вот таким образом с помощью правой спицы на левую. Поменяли местами, да, провязали 8 лицевых. И следующие тоже вяжем 8 лицевых. Но здесь сейчас будет шишечка. Вяжем первые 3 лицевые и делаем шишечку.
Для шишечки я использую крючок. У меня вот 3,5 он номер. Вы можете шишечку вязать любым доступным вам способом, какой вы привыкли. Я делаю с помощью крючка, мне понравилось, я подглядела вот японских мастериц, пришла в восторг, посчитала, что это лучше, чем вязать спицами шишечку. Смотрите, вот в эту спицу, где у нас должна быть с вами шишечка, значит, в эту петлю я ввожу крючок и вытягиваю вот так ниточку. Да? Вытянула раз ниточку, сделала накид. Вот мешается, это мне показывать тяжело вам, потому что я под камерой, а так-то легко упрешься, когда сидишь в удобном положении. Значит, смотрите, накид вытянула раз, накид вытянула 2, накид вытянула 3. Можно сколько угодно так вытягивать. У меня получилось 4 вытягивания. Первое, это помните, я сделала. И вот таким образом я через все вытянутые петельки протянула ниточку, еще раз вот так вот, видите, сделала крючочком, вытянула, да, сняла эту петлю нашу, и все это, нашу красоту с помощью крючка вот сюда в основание еще раз вот так вот провязала. Вот, видите, она у нас теперь очень собранная, красивая шишечка получилась. И на спицу ее вернула. Дальше вяжем 4 лицевые. Вот моя рекомендация по вязанию шишечки. Такая вот ровная, аккуратная шишечка. Вот это у меня шишечка получилась, слишком я вытягивала сильно. Не совершайте моих ошибок, да? Сделайте их вот такие аккуратненькие, милые такие шишечки. Так, элемент номер 2. 4 изнаночных. Затем у нас опять с вами 3 петли перекрещиваем мы с вами направо, меняем местами, да, провязываем 2 лицевые, изнаночные. Затем у нас идут 3 изнаночные. Делаем с вами перекрещивание на 5 лицевых. Значит, у нас 5 лицевых идут, да. За работой 2 изнаночные. Перед работой 3 лицевые. Поменяли их местами и провязали, соответственно, как 3 изнаночные. Ой, 3 лицевые, 2 изнаночные. Да, зарапортовалась. Дальше вяжем с вами 4 изнаночные по центру. И снова делаем перекрещивание на 5 петельках. Меняем их местами. Перед работой у нас с вами идут 3 лицевые. За работой 2 изнаночные. Перекрещиваем все это дело налево и вяжем как 2 изнаночные, 3 лицевые. Затем у нас идут с вами 3 изнаночные. Перекрещиваем 3 петли с вами налево. Первые 2 перед работой, изнаночные за работой, вяжем как первые изнаночные, 2 лицевые. И оставшиеся 4 изнаночные провязываем, кромочные тоже изнаночные. Провязали 5-й ряд, 6-й вяжем как смотрят петли. Вяжем с вами 7-й ряд. 7-й ряд у нас идет с вами. Ну, эти первые 2 изнаночные не считаются. Коса. Просто 16 лицевых. Дальше идет элемент номер 2. 4 изнаночные. Далее у нас идут с вами перекрещивание 3 петелек. Для этого мы с вами меняем их местами. Таким образом налево перекрещиваем. И провязываем как изнаночные 2 лицевые. Дальше у нас идут с вами
3 изнаночные. Дальше у нас идут с вами 3 лицевые. Дальше у нас идут изнаночные. 7. Нет, 8. 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 3 лицевые опять. Затем идут 3 изнаночные. Перекрещиваем с вами на, получается, перекрещиваем с вами направо 3 петли. Первая у нас изнаночная за работой, 2 лицевые перед работой, вяжем как 2 лицевые, изнаночные. И дальше у нас идут с вами 4 изнаночные. Так, вяжем 8 ряд, как смотрят петли. А с вами 9 ряд. Вяжем первые 2 изнаночные и коса идет, просто 16 лицевых. Дальше элемент номер 2. Вяжем 5 изнаночных. 5 изнаночных, перекрещиваем 3 петли налево. Первые у нас лицевые перед работой, изнаночные за работой. Вяжем изнаночные, 2 лицевые. Дальше идут 2 изнаночные. Перекрещиваем с вами 5 лицевых налево. Первые 3 перед работой, изнаночные 2 за работой, вяжем 2 изнаночные, 3 лицевые. Дальше тут 4 изнаночные. Перекрещиваем 5 лицевых и перекрещиваем, то есть 5 петель направо. Первые 2 изнаночные за работой, 3 лицевые перед работой. Поменяли местами, провязали как 3 лицевые, 2 изнаночные. Так, дальше у нас идут опять с вами 2 изнаночные. Перекрещиваем с вами 3 петли направо. Первая изнаночная за работой. Следующие 2 лицевые перед работой вяжем как 2 лицевые, изнаночные. И оставшиеся 5 изнаночных у нас идут. Так. 10 ряд вяжем, как смотрят петли. 11 ряд. Вяжем с вами изнаночные перед косой. 8 лицевых. 1, 2, 3, 4. Вру. 4 лицевые. Делаем с вами шишечку. Делаем шишечку. То есть провязать 4 лицевые, делаем шишечку. Да? То есть я вам уже показывала. Этот спиц мне некуда деть, она висит. Так, вытягиваем. 1, я вытянула накид. 2, 3 и 4. Таким образом провязала крючком, затянула, сняла петлю, вот сюда в дужку зашла, и еще раз все это вытянула. Вот. И сейчас эту петельку возвращаю на спицу. Все, шишечка получилась. Дальше вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. И дальше у нас идут с вами перекрещивания 8 лицевых петель направо. 8 петель снимаем. Да? 4 первые за работой. Следующие 4 перед работой. Поменяли местами аккуратно. Провязали как 8 лицевых все. Так, элемент у нас идет с вами номер 2.
начинается он у нас с вами с вязания 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 петли мы перекрещиваем налево. Мы первые 2 лицевые, значит, идут у нас перед работой, изнаночные за работой. Вяжем изнаночные, 2 лицевые. Затем у нас идут с вами 3 изнаночные. И мы с вами перекрещиваем 5 петель налево. Снимаем 5 петель. Первые 3 перед работой, следующие 2 изнаночные за работой. Поменяли их местами. Провязали как 2 изнаночные, 3 лицевые. Далее у нас тут перекрещивание 5 петель направо. Снимаем эти 5 петель. Первые 2 изнаночные за работой, следующие 3 перед работой лицевые. Поменяли местами, провязали 3 лицевые, 2 изнаночные. Дальше у нас идут 3 изнаночные. 1, 2, 3. Перекрещиваем 3 петли направо. За работой 1 изнаночная, перед работой 2, 3 лицевые. Вяжем их как 2 лицевые, изнаночная. И дальше идут у нас 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кромочные, изнаночные. Дальше у нас идет с вами изнаночный ряд 12, как смотрят петли, и наш раппорт начинает повторяться с вами с первого ряда. Так, но я уже не буду ничего повторять вам, потому что мы с вами целый раппорт связали, вы знаете, как это все у нас делается, да? По поводу шишечек, девочки, заостряю опять внимание, не покидает меня как бы нет покоя, я вам показываю, я их не вязала, но они в схеме присутствуют. Так, я вам сейчас их выделю. Вот здесь у нас по схеме шишечка, вот здесь шишечка, вот здесь шишечка и вот здесь. Что это касается нашего элемента номер вот этот 2. Я в нем не стала вязать эти шишечки, да, не стала. Посчитала, что это будет загруженный очень шишечками узор. Достаточно в нашей косе шишечек, на мой взгляд. Но ведь мы же все разные, да? Кто-то, может быть, обожает их вязать, эти рельефные шишечки. Я против них ничего не имею. Но просто если бы их не было в косе, тогда было бы логично, чтобы они были здесь, да? В нашем элементе номер 2. Ну, в общем, девочки, все на любителя, да? Я вам показала, как их вязать. Показала, где они на схеме есть, да? Учтите, что здесь они почему-то присутствуют. Они здесь почему-то присутствуют в изнаночных рядах. Вот еще раз их выделяю галочкой, чтобы было лучше видно. 1, 2, 3, 4. Мы их не вязали, но вы можете их вязать в изнаночном ряду. В каком ряду здесь тоже все показано. Первый идет у нас в 6 ряду ряд с шишечками, а второй идет у нас в 12 ряду. Видите, симметрия идет. В общем, сейчас наша задача с вами сделать влажно-тепловую обработку образца, определить плотность нашего вязания и рассчитать уже более конкретно, значит, по размерам, да, сколько понадобится петель, как расположить узоры. Это тоже немаловажный факт. То есть у нас сейчас пойдут такие технически важные моменты. Не пропустите. Наш с вами образец и горячий утюг. Я обдаю его паром. Пар у нас размягчил наше полотно, оно стало пластичным. Она у нас тянется, мы его вот так подтягиваем со всех сторон. Как она у нас будет после стирки выглядеть, да? Там же все вытягивается. Равномерно вот так все у нас вытянулось и приобрело тот вид, который будет во время носки, да?
И, девочки, даем обсохнуть нашему узорчику. И потом померяем с вами плотность. И я уже приложила к нашему сухому образцу линеечку. Получилось у нас 22,5 сантиметра в нашем образце. Так. И мы с вами должны сейчас, вот так он у нас выглядит расправленный, такой красивенький узор. Шишечки надо поправить. Так, и мы с вами сейчас должны сделать расчет. Мы набирали 54 петли, помните, да? Образец 54 я делю на полученную величину в сантиметрах 22,5. У меня получается плотность 2,4. И записываю ее сюда. Эта цифра говорит нам о том, что в 1 сантиметре нашего вязаного полотна находится 2,4 петли. И смотрите, теперь нам понадобится выкройка, согласно которой по выкройке мы с вами сможем без труда сделать нужные расчеты. То есть, предположим, на маленький размер ширина спинки 45 сантиметров, да? Вот я записала 45 сантиметров умножить на 2,4 петли. То есть ширину спинки я умножаю на нашу плотность 2,4. Получаем 108 петель. Вот так вот. 108 петель у нас должно уйти на маленький размер при ширине спинки. Там, собственно, что спинка, что перед, они одинаково, да? При ширине спинки 45 сантиметров. Значит, я 45 умножила на плотность, да, получил 108 петель. И плюс 2 кромочные, итого у нас получается 110 петель. Мы можем рассчитывать. Теперь по узору. С узором у нас, значит, выглядит все следующим образом. Согласно той фотографии, которая перед нами, у нас коса идет по центру. Наша косичка с шишечками, да? Кто не понял, ну мало ли. Вот эта коса на 16 петлях. Она идет по центру. И вот этот вот боковой узорчик на 34 петлях, он у нас идет от косы с одной стороны и с другой стороны, да? Вот я их схематично изобразила. Смотрите, коса 16 по центру, по бокам идут по 34 петли. У нас идут вот этот ромбик с змейкой, да? Получается, в целом это 84 петли. А у нас 110. Не забываем, да? Что нам нужно? Нам нужно 110 отнять, получается, даже 108 все-таки, 108, 2 кромочные не считаем, отнять 84 петли нашего узора, получается 24 петли. Что с ними сделать? 24 поделим на 2, все-таки это симметрия должна быть справа-слева. Получается свободных 12 петель. По логике вещей. Так, здесь я написала 13, 12 все-таки. Это же кромочные, да? Вот, девочки, смотрите. Разместить косу, в которой 16 петель, на маленький размер по бокам мы не можем. Да? У нас не хватает 4 петель с одной стороны, 4 с другой стороны. Да? Поэтому здесь я могу порекомендовать связать, например, на 12 петлях можно связать изнаночную гладь. Либо какой-нибудь элемент вот этот взять на 10 петлях, да, то есть показываю. Вот эту змейку как-то там взять ее также симметрично, то есть повторно ее повторить, да. Вот эти 10 петель, вот наша змейка, я ее отмерила, да. Взять ее
раз и второй раз также повторить, да, можно на 10 петлях, чтобы это была не просто изнаночная гладь, да, а вот так скомбинировать, например, да. Понимаете мою мысль? Сейчас еще раз нарисую, смотрите. Для маленького размера. Значит, по центру коса 16 петель. По бокам от нее идут узоры по 34 петли, которые мы вязали ромб со змейкой. И вот здесь по бокам на недостающих у нас 12 петель мы сделаем с вами 10 петель вот такой змейки. 10 петель она занимает. Вот она. Отсюда до сюда идет. 10 петель здесь и 10 петель здесь. То есть она должна у нас быть здесь симметрично. И в зеркальном отображении она должна быть у нас справа, да? Тоже быть. Также мы ее повторяем. Вот она здесь. Это змейка. Отсюда начинается и до сюда заканчивается. 10 петель. Добавляем еще дополнительно справа. Вот я это схематично изобразила, да? И по 2 у нас получилось изнаночные петли. По 2 петли изнаночные дополнительные. Ну и еще плюс 1 кромочная, 1 кромочная. И сейчас у нас в итоге должно получиться здесь 110 петель. Давайте посчитаем, не ошиблась ли я. То есть у нас получается 16 плюс 68 плюс 20 плюс 4 изнаночные и плюс 2 кромочные. Все, точняк 110, да? Это маленький размер. При ширине получается спинки 45 сантиметров. Теперь делаем расклад с вами для ширины спинки 50 сантиметров. То есть это уже размер идет 46, допустим, 46, там 48. У меня получилось 120 наборных петель, да? И мы рисуем такую же линию для этого размера. Вот я также располагаю 16 у нас получается петель коса, по 34 элемент 2 у нас идет, да? И вот смотрим, то есть в итоге у нас 80 с вами 4, вот они в центре есть, 84 петли. У нас с вами 120. Мы из 120 отнимаем 84. Это неизменный костяк, который идет в центре. 36 петель. Делим по симметрии на 2. У нас 18 петель. Должно быть по бокам. Ну, тут у нас прям с вами идеал. Мы с вами косу на 16 умещаем. И еще 2 изнаночные у нас как положено сбоку. Да? Согласитесь. Прям шикарный вариант. То есть мы с вами вяжем. Еще здесь косу добавляем справа-слева. Да? И по 2 изнаночные. Ну и, конечно, кромочная. 1 кромочная здесь, 1 кромочная здесь. В итоге 122 петли мы набираем с вами на ширину спинки 50 сантиметров. И вот таким образом у нас идет размещение узора. Как я вам сейчас обрисовала. Теперь ширина спинки 55. Да, девочки, 132 петли. 132 петли. Мне уже рисовать негде. Давайте здесь нарисуем. То есть также рисуем 16, коса по центру, по 34 по бокам. То есть наш костяк неизменный 84 петли. Теперь сколько мы там с вами должны были? 132, да? Мы с вами из 132 отнимаем наш костяк 84. Получаем 48 петель. Лишние, неприкаянные. Мы не знаем, как их сейчас с вами распорядиться ими, да? Мы их, значит, делим по симметрии на 2. По 24 петли у нас с вами неприкаянные, да? Но, естественно, мы с вами сюда вставляем косу на 16 петльках, правильно? 16. А у нас 24 должно быть. Мы из 24 с вами отнимаем 16. 8 петель. Ну, это будет изнаночные, я уверена. По 8 изнаночных с двух сторон, да, симметрия. Это будет красиво. Ну и 1 кромочная
с одной стороны и с другой стороны. Вот, девочки, такой расклад получился у нас для спинки на 55 сантиметров, да. То есть 134 петли. Если у нас 2 кромочные еще, 134 петли. Вот так. Вот так это будет выглядеть. На 55. Если я пишу 55 сантиметров спинка. То есть, в общем, я вам обрисовала логику, да. Дальше еще проще, там больший размер. Увеличиваете просто изнаночные и все. Оставляете неизменный вот этот костяк 84 плюс по 16 с двух сторон. А здесь просто регулируете уже изнаночными по краям. Да? То есть видите, как все легко и просто у нас распределяется. Я надеюсь, я доступным языком вам все это рассказала. Теперь еще хотела заострить внимание на том, что нам необходимо обязательно, чтобы наше изделие не потеряло после стирки свой вид и размеры не вытянулись вертикально. Мы должны обязательно с вами делать замеры по вертикали. Да? То есть мы с вами должны посчитать, вот у нас сейчас 2 раппорта здесь, вот у меня, значит, 8,5 сантиметров, да, 8,5 сантиметров, и мы знаем, что здесь у меня 22 ряда, да, ну, вернее, там 21. Ну, хорошо, 21 ряд у нас, и мы делим на 8,5 сантиметров. У меня получилось по вертикали 2,4 плотность. Не забываем, что в 1 сантиметре по вертикали получается 2,4 ряда умещается. Это обязательно учитывайте. Да? Обязательно учитывайте. Вяжете в сантиметрах, обязательно считайте, чтобы у вас плотность совпала. Совпала ваша плотность по рядам, высоту. Иначе свяжете вроде бы как все по выкройке, все правильно, а постираете, и изделие вытянется, будет некрасиво. Некрасиво и загубленная вещь. Перевязывать. Я желаю вам, девочки, удачи. И вот эта схема, не забываем, да? Вот эта схема, это схема для рукава. То есть так мы располагаем наши узоры по рукаву, а все остальное идет изнаночная гладь. Справа-слева. Там, где у нас будет скос формироваться, да, прибавочки делаться, там будет изнаночная гладь.